Привет! Это не просто очередное видео про тайм-менеджмент, дисциплину. Оставайтесь со мной до конца, и вы узнаете, как успевать все, избегая лишнего стресса, достигая цели и при этом наслаждаться жизнью. Меня зовут Юлия Зальнова, я коуч, это мой канал о личностном росте, самореализации через работу с мышлением. Вспомните, насколько вы успеваете с выполнением своих задач. Часто ли вы чувствуете, что уже вечер, а дела так и не завершены? Ощущаете ли вы, что работаете на пределе, но все равно не успеваете? Как будто какая-то вечная гонка и чувство, что вы никогда не сможете разобраться с ворохом своих дел. Поделитесь своими мыслями в комментариях, как у вас это происходит. Если задуматься, у нас у всех одинаковое количество времени в сутках. У королевской семьи, у олимпийских чемпионов, у предпринимателей, у дворников, курьеров, продавцов. И мы все можем управлять нашими ресурсами, энергией, временем и распределять их так, как считаем нужными. На общение, работу, семью или на свое развитие, или на какое-то хобби. И когда вот ты знаешь, сколько времени нужно на определенный какой-то процесс, и уже это дает чувство контроля и спокойствия. Но не все в жизни предсказуемо, конечно же, особенно если вы предприниматель, создающий какой-то свой новый продукт или пробивающийся на рынке эксперт. Любые процессы тогда могут занять неопределенное количество времени. И вот неделя прошла, а вы, допустим, не выполнили какие-то свои задачи или вообще не подступились к ним, потому что прокрастинировали. И это может вызывать недовольство собой. Многие начинают в этот момент задумываться, что с ними что-то не так. Но часто проблема не в нехватке времени, а в том, на что это время уходит. Я даже повторю эту фразу внимательно. Проблема не в нехватке времени, а на что оно уходит. Вы когда-нибудь подсчитывали, как проходят ваши 24 часа? Попробуйте сделать это, и вы увидите, что значительная часть времени уходит на сон, еду, дорогу. А если еще добавить сюда время, проведенное в социальных сетях, то для выполнения рабочих важных задач остается всего лишь несколько часов. Почему же тогда некоторым людям удается успевать много, а другим нет? Дело в том, что они умеют находить еще время и там, где другие его теряют. Например, на деструктивные какие-то мысли. И здесь можно вспомнить правило Парето, которое формулируется как 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий лишь 20% результата. Давайте предположим, что это процентное соотношение можно соотнести к следующей мысли. Есть 80% преград, которые стоят на пути к нашему успеху и реализации нашего потенциала. И они сокрыты внутри нас. То есть это наше мышление, наши мысли, наши страхи. И только 20% преград – это внешние препятствия. То есть, внимание, 80% времени у нас уходит на мысли-мешалку в голове, которые не помогают в достижении к цели. Исследования показывают, что ежедневно у человека возникает от 60 до 70 тысяч мыслей. И представьте, что 80% из них деструктивны и не помогают. А если мы думаем о чем-то несколько тысяч раз в день, то это тоже программирует наш мозг на определенные действия. И в результате негативные мысли поглощают время и энергию. Здесь я хочу также упомянуть эффект Пигмалиона, психолога Розенталя. И суть этого эксперимента, его, сводилась к тому, что мы самопрограммируем себя своими мыслями. И это научно доказано. То есть да, то самое, о чем, я уверена, вы уже слышали и, может быть, даже скептически относились. Наша мысль материальна. Конструктивные мысли, они ведут к качественным действиям. А негативные, окрашенные страхами, сомнениями, они парализуют и мешают действовать. Помним о том, что наш мозг, он не создан для развития. Его задача – обеспечить выживание человеку. И поэтому все новое воспринимается как опасность, и это тормозит нас. И вот, когда вы понимаете, что день прошел впустую, вас могут охватить тревожные мысли, что вы что-то сделали не так, просрали время, да, что у вас не хватает компетенций,
что вы, может быть, не на своем месте. И эти мысли снова, вновь и вновь усиливают стресс и отнимают еще больше времени, сил и энергии. Замкнутый круг. Выходит, что мы теряем время и энергию не из-за внешних обстоятельств, а из-за того, как мы управляем своими мыслями, мышлением. А еще мы склонны, люди вообще все склонны, запоминать какой-то негативный свой опыт, чтобы защитить себя от будущих опасностей. Например, неудачный опыт партнерства может навсегда закрыть для вас эту возможность. Или паническая атака перед публичным выступлением, и вы больше никогда не захотите выступать, потому что свяжете это воедино. Не делать, лишь бы вновь не испытывать вот эти неприятные ощущения, с которыми вы столкнулись. У меня так было 10 лет назад в прошлой моей сфере деятельности. И я закрыла для себя тогда много возможностей по незнанию. И вот представьте, как часто мы можем выбирать осознанно идти по пути наименьшего сопротивления, обходя какие-то действия, где может скрываться вот этот пресловутый, выдуманный на самом деле риск. Избегаем действий, которые нам кажутся слишком сложными или неприятными, и тем самым упускаем свой шанс на рост, на развитие. Мозг наш, он словно добрый, но вот слегка такой параноидальный охранник. Он постоянно напоминает: осторожно, здесь может быть больно, лучше держись подальше. И люди его слушают и не действуют. Но правда в том, что эти зоны дискомфорта именно те места, где и скрыты наши возможности для реального прорыва. Я помню, как поддавалась на уговоры своего этого внутреннего охранника, который меня защищал тогда. Тебе туда не надо, Юля, это страшно. И я упустила возможности. Я столько раз отказывалась от предложений, которые могли бы вывести меня тогда на новый уровень. Отказывалась потому, что вот внутри меня этот кто-то шептал: не рискуй, опасно, не надо. И если бы тогда мне попался коуч на моем пути и подсказал, помог бы преодолеть вот эти страхи, сомнения, то было бы все по-другому. Но здесь нет сослагательного наклонения, конечно же. Зато теперь я знаю, что не стану позволять страхам, своим мыслям управлять моей жизнью. И именно этим занимаюсь со своими клиентами. Я хочу, чтобы вы помнили, что вы не одиноки в своих страхах, в своих сомнениях. И мы все проходим через это. И даже я на каком-то своем этапе точно так же это прохожу. Но я знаю, что с этим делать. И важно просто понимать, что страх – это не преграда. Это всего лишь показатель того, что вы находитесь на пороге чего-то нового, что вы готовы к росту и изменениям. И да, это может быть непросто. Но именно такие моменты делают нас сильнее. Именно они открывают для нас новые горизонты, новые вершины. И если вы, как и я, когда-то стоите перед выбором бежать или остаться и сразиться со своими страхами, я искренне рекомендую вам сделать выбор в пользу действия. Потому что именно через действие мы преодолеваем свои ограничения. Именно через действие мы становимся теми, кем мы хотим быть. И пусть этот путь будет не всегда простым, но он точно проведет нас к месту, где мы будем гордиться собой и своими достижениями. Я как коуч работаю с экспертами, предпринимателями и помогаю им в том, чтобы они перестали тратить время своей жизни на то, что их не продвигает. Тратить время на эту мыслемешалку, на страхи, на сомнения, чтобы они перестали это делать. Вы также можете записаться на бесплатную консультацию знакомства, разбора, где мы разберем вашу ситуацию. Для этого запишитесь по ссылке в профиле, либо под этим видео. И до встречи в новых видео, и пусть ваши мечты совершаются. На сегодня на этом все. Пока-пока. Спасибо, что были со мной.